Всем привет! Меня зовут Антон, и сегодня я расскажу о карте и интерфейсе новой Need for Speed, которые были слиты на просторах Reddit вчера 22 числа, а также поговорим в общем об игре, которую ждут многие любители гонок. Всем приятного просмотра! Начнем, пожалуй, с самого интересного, а именно интерфейса и карты. Прямо сейчас на экране вы можете видеть карту новой Need for Speed. Метки гаражей также присутствуют. Квадратики выделяют определенные территории и зоны на карте. Многие пользователи пишут комментарии о том, что игра будет очень похожа на Need for Speed Heat и надеются, что игра будет близка к предыдущим частям. Если мы посмотрим на следующие скриншоты, которые также являются сливом, то можно действительно предположить, что будущая игра будет похожа на Need for Speed Heat. Да, конечно, сами скриншоты оставляют желать лучшего, но есть как есть. На первом скриншоте мы можем увидеть часть города и сооружений, а на второй автомобиль, который находится в движении в каком-то туннеле. Но помимо этого отчетливо можно рассмотреть тот самый интерфейс, о котором я сегодня говорил. Спидометр, миникарта и наш с вами баланс. Обязательно поставьте на паузу ролик на этих сливах и рассмотрите их подробнее, а после чего поделитесь вашим мнением в комментариях. Мне очень интересно узнать его. Пока что это все слитые скриншоты будущей игры на данный момент. Также стоит отметить, что Джефф Граб, инсайдер и журналист, который не раз выпускал разные слухи о новой Need for Speed, недавно рассказал о том, что игра выйдет в ноябре этого года на такие платформы, как ПК, Xbox Series и PS5, причем только на консолях нынешнего поколения. Но в то же время такой инсайдер, как Том Хендерсон, заявляет, что игра выйдет в сентябре или октябре этого года. Как бы нам не хотелось узнать ответ на вопрос, когда же выйдет новая Need for Speed, но пока что точную дату выхода игры назвать нельзя. Я думаю, для многих уже не секрет, что в игре будут присутствовать элементы аниме, и более чем вероятно, что это будут трейлы от машин во время езды, или же вокруг машин, и что-то в этом роде в общем. Не исключено, что и раскраски на автомобиле тоже будут в стиле аниме. Также при этом всем в игре будет фотореалистичная графика, а события самой игры развернутся в Лейк-Шор Сити. Это такой вымышленный город, основанный на Чикаго. Тот же Том Хендерсон ранее говорил о том, что над игрой работают также авторы Dirt 5. Игра, которая собрала хорошие отзывы и получила весьма неплохую оценку на Метакритике. Некоторые игроки не согласны с информацией Джеффа Граба и того же Тома Хендерсона. Так что здесь каждому нужно решать самому, верить ли их информации или нет. Но в любом случае эти новости достойны нашего с вами внимания. По поводу сегодняшних сливов, на различных известных форумах говорят, что это официальные скриншоты, которые соответствуют правде и реальному будущему проекту. Не сказал бы, что это прямо такие официальные скриншоты, но они и вправду весьма интересны. В данный момент нам нужно лишь ждать новых новостей и также этих самых сливов. Пока что все, что известно по поводу новой Need for Speed, это кинематографическая графика, местами стиль аниме, город на основе Чикаго, ну и достаточно неплохого размера карта. Ну и возможно то, что игра будет похожа на Need for Speed Heat. Хотя это так, предположение. Ребята, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, потому что это огромная мотивация для меня и поддержка канала. На этом видео подходит к концу. Да, к сожалению, оно получилось коротким, но я постарался преподнести для вас информацию как можно быстрее, чтобы вы были в курсе событий. Видеоролики выходят очень часто, поэтому не забудьте прожимать колокольчик. Что ж, огромное спасибо за просмотр. Все важные ссылки есть в описании под роликом. До встречи, друзья. Бай-бай.